Дочь городского механика по имени Эмили с раннего детства проводила дни в мастерской отца. Там пахло маслом, металлом и бензином, а для нее это был самый родной запах. Пока другие девочки играли в куклы или рисовали, Эмили разбирала старые карбюраторы, смазывала детали и училась понимать, как устроен каждый винтик в двигателе. Ее руки часто были в мазуте, волосы собраны кое-как, и она выглядела совсем не так, как ожидали от девочки ее возраста. Соседские ребята никогда не упускали случая поддеть ее. Они смеялись, когда видели, как она носит тяжелые инструменты, и говорили, что механик из нее как из рыбы пилот. Самыми любимыми шутками были насмешки о том, что девушки должны сидеть на пассажирском сиденье, а не под капотом. Но Эмили молчала. Она терпела и не тратила сил на споры. Вместо слов у нее были знания и умения. Однажды в городе устроили ярмарку, куда привезли старые автомобили для показа. Там появился парень по имени Джейсон, известный тем, что громко смеялся над Эмили. Он притащил свой ржавый автомобиль, который не заводился уже несколько месяцев. Толпа собралась вокруг, каждый высказывал версии, почему мотор мертв, и все пришли к выводу, что починить его почти невозможно. Эмили шагнула вперед. Она взяла инструменты и без колебаний открыла капот. Смех снова прокатился по толпе, но она будто не слышала. Ее движения были спокойными и точными. Осмотр свечей, проверка проводов, замена маленькой детали, которую никто даже не заметил. Минуты тянулись, а вокруг нарастало любопытное молчание. И вдруг мотор взревел. Гулкий, уверенный звук заполнил площадь, заставив всех вздрогнуть. Толпа ахнула, а Джейсон застыл с открытым ртом. Еще секунду назад они смеялись над девушкой, а теперь им нечего было сказать. Эмили лишь вытерла руки о тряпку, захлопнула капот и спокойно ушла, не произнеся ни слова. С того дня в городе о ней заговорили иначе. Теперь ее называли не дочерью механика, а девушкой, которая доказала на деле: талант, трудолюбие и вера в себя способны заставить замолчать даже самую шумную толпу. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.